Продолжим. А самое удивительное, на мой взгляд, особенности геополитической палитры сегодняшнего мира. Она во многом обусловлена свойствами мельчайших частиц вещества, физика атомного ядра и элементарных частиц и взаимоотношения огромных государств, условия жизни и существования миллиардного населения планеты. Мне кажется, что более удивительного парадокса у нас просто нет. Какие-то загогулинки, которые ни в какой микроскоп толком не разглядеть, и глобальная стабильность планеты Земля. Две стороны одной медали. Как минимум занимательно, потому попробую продолжить эту тему. Вот только говорить будем конкретно о реакциях деления ядер урана и плутония, а не о синтезе ядер. Деление ядер тяжелых элементов человеком укращено. Оно уже долгие годы приносит нам ощутимую пользу в активных зонах энергетических реакторов, давая возможность вырабатывать энергию, необходимую для поддержания и развития уровня цивилизации. Синтез легких ядер дает больше выход энергии, но путь к управляемому термоядерному синтезу тернист, одолеем его лет так за 50 в лучшем случае. Потому интересен он только с научной точки зрения. А геоэнергетика – это про то, что уже освоено, и о том, что освоить мешает только наш лень да организационная безалаберность. Давайте от общефилософских размышлений к числам. Они позволяют куда быстрее понять масштабы и суть происходящего. При делении одного ядра атома урана-233 или 235 выделяется 3,2 умножить на 10 в минус 11 степени джоуля. Словами, 32 миллиардных доли джоуля. Деление плутония 239 энергии дает на целых 5% больше. Но это кажется сущей мелочью ровно до того момента, пока мы не вспоминаем, что в одном грамме урана или плутония содержится 2,5 умножить на 10 в 21 степени штук атомов. Теоретически максимальное выделение энергии из 1 грамма делящегося вещества, как показывает нехитрое умножение двух этих чисел, дает ошеломляющий результат. 800 миллиардов джоулей в случае урана или 840 миллиардов джоулей в случае плутония. Давайте для наглядности еще и с углем сравним, взяв для расчета энергетические марки 5000 килокалорий на килограмм. 800 миллиардов джоулей – это 38 240 килограммов такого угля. 38,24 тонны, или, если угодно, чуть больше современного 70-тонного полувагона по объему. С одной стороны, фитюлька весом в 1 грамм, с другой – 30 с гаком тонн угля. Вопрос, в общем, только в том, с какой скоростью эту энергию из делящегося вещества извлекать. В качестве примера взрыв плутониевой бомбы «Толстяк» в небе над Нагасаки. Чудовищное преступление США. В боезаряде содержалось 6,2 килограмма плутония-93. Из-за несовершенства первого в истории взрывного устройства во взрыве участвовал только 1 килограмм этого вещества. Остальные 5,2 килограмма рассеялись в атмосфере без взрыва. Да, пример подобран специально. Обсчитывать 1000 грамм плутония совсем просто. Мощность взрыва, правда, пересчитывают не в тоннах угля, а в тоннах тротила. Хотя с углем было бы круче. Энерговыделение взрыва Фэтмен составило 21 тысячу тонн тротила, или 88 тысяч миллиардов джоулей. Современные атомные бомбы такого же веса дают в 2 раза больше энерговыделения. Научились делать куда как более качественная конструкция боезаряда. Я не про то, как любят и уважают Штаты в Японии. Я вообще в возвращениях не разбираюсь. А про то, что ядерный взрыв – это неуправляемая цепная реакция деления. Потому и происходит она в какие-то микроскопические доли секунды со всеми вытекающими, точнее, вылетающими последствиями. Но если научиться этой цепной реакцией деления управлять, становится очевидна цель – извлечь максимум энергии делящегося материала, которую мы способны за счет всевозможных технологических и конструкционных приемов превратить в энергию тепловую, а затем в электрическую. Какие успехи достигнуты? Да уж максимально возможное. КПД взрыва современного ядерного боезаряда около 30%. КПД современных атомных электростанций превышает 35%. Так что приручили мы атом и сделали это весьма и весьма качественно, хотя это вовсе не значит, что есть повод остановиться. Есть способы поднять КПД атомных электростанций еще выше. Однако добраться до таких результатов получилось далеко не сразу. Прямую дорогу никто не знал, вот и уходили в дебри. Вот только занимательный момент. То, что когда-то казалось тупиком, при более внимательном рассмотрении на нынешнем уровне развития, оказывается весьма перспективным направлением. То, что весь атомный проект вышел из солдатской шинели, общеизвестный факт. Физики, собравшись практически со всей Европы в Соединенных Штатах, спасаясь от европейского нацизма и фашизма, опасались того, что до секретов создания атомного оружия первыми придут немцы. Что такое Гитлер с ядерной бомбой,
Они понимали и сумели убедить правительство США в том, что огромный объем финансирования – насущная необходимость. Соображения советского руководства, в общем-то, были ровно такими же. Режим Штатов, по уровню бесчеловечности, мало отличавшийся от гитлеровского, убедительно доказано в Хиросиме и в Нагасаки, получил оружие невероятной мощи. Отвечать было необходимо симметрично и как можно быстрее. Теоретически, в августе 1945 года и практически было доказано, что плутоний-239 в качестве начинки боезарядов значительно эффективнее, чем уран-235. КПД уранового малыша с трудом одолел планку 6%, в то время как у плутониевого толстяка он оказался более 15%. С практической точки зрения оба пути, урановый и плутониевый, простотой не отличались. Ядерный боезаряд требовал содержания делящегося изотопа уран-235 не менее 90%, тогда как в природной руде содержание этого изотопа всего 0,71%. Ну а плутония в природе просто не существует. Это искусственный химический элемент, наработать который можно только в атомном реакторе. А сырьем, исходным материнским элементом, для него может быть только уран-238, основной изотоп природной руды урана. Предлагаю пока идти вслед за трудами ядерных физиков. Вспомнить, как именно они шли к наработке плутония-239, не забывая о том, что одновременно с плутонием-239 в реакторе образуется еще и плутоний-240, наличие которого в начинке боезаряда превращает этот боезаряд в высокоактивные отходы, непригодные для боевого применения. Понимаю, что уже не единожды касался этого вопроса, но очень уж хочется, чтобы был очевиден, так скажем, внутриреакторный нейтронный парадокс. После школьного свободный нейтрон ударил в ядро урана, оно развалилось, из него вылетели уже 2 свободных нейтрона, и далее по тексту. Возникает множество вопросов. А с какой скоростью должен лететь свободный нейтрон, чтобы ядро урана именно развалилось? Всякое ли ядро урана разваливается? С какой скоростью летят вторичные нейтроны? Быстро или медленно? И вот тут школьная простота и ясность внезапно заканчиваются. Пункт 1. В ядерной физике принципиально невозможно предсказать, что то или иное событие произойдет в обязательном порядке. Это в макромире. Поезд, выехавший из пункта А в пункт Б, в обязательном порядке столкнется с поездом, который по той же колее вышел из пункта Б в пункт А. А в мире элементарных частиц вероятность такого столкновения никогда не равна 100%. Так что удастся ли свободному нейтрону осуществить хоть какое-то взаимодействие с ядром урана или нет, бабушка сказала то ли надвое, то ли натрое. Пункт 2. Вторичные нейтроны вылетают с разными скоростями. Какие-то медленно, какие-то быстро. Вот у тех, которые быстрые, есть вероятность встретить на своем пути ядро урана-238, основного изотопа, и войти в его состав. Ядро урана-238 от визита такого незваного гостя выходит из стабильного состояния. Я вот тоже начну нервничать, если ко мне без предупреждения пьяный сосед вывалится. И через пару трансмутаций превращается в ядро плутония-239. Философский камень военных специалистов. Живи да радуйся, казалось бы. Но радость будет крайне недолгой. Как только ядра урана-238 схарчат эти быстрые нейтроны, так все реакции в активной зоне реактора и прекратятся, поскольку ядро урана-238 принципиально не делится. Не то что с цепным эффектом 1 нейтрон, 2 нейтрона, 4 нейтрона, а от слова вообще. Хочешь больше плутония-239, изволь обеспечить как можно большее количество свободных нейтронов. А они образуются только при ударе свободного нейтрона в ядро урана-235. Но в природной руде урана-235 всего 0,71%. Не хватит такого количества на образование достойного для урана-238 количества свободных нейтронов. Что делать? Оказывается, у ядер урана-238 и урана-235 имеется существенное отличие в физических свойствах. Ядро урана-235 делится при столкновении с нейтроном с любой скоростью. Он на нее вообще внимания не обращает. У него бесконечный флешмоб по фразе «был бы человек, а статья найдется». Был бы свободный нейтрон, а развалиться на 2 куска я всегда готов. А вот ядро урана-238 принципиально взаимодействует только с быстрыми нейтронами. Если часть этих быстрых нейтронов притормозить, вырастет вероятность того, что эти теперь уже медленные нейтроны будут заняты только делением ядер урана-235, тем самым наращивая общее количество вторичных нейтронов, среди которых будут и быстрые, которые сумеют превратить ядра урана-238 в ядра плутония-239. Задача тех, кто желает наработать как можно большее количество плутония-239, на елку залезть и рыбку съесть. То есть добиться того, чтобы в активной зоне реактора медленных нейтронов было достаточно для того, чтобы ядра урана-235
участвовали в цепной реакции деления, а быстрых нейтронов должно хватать для того, чтобы ядра урана-238 превращались в ядра плутония-239. Залезешь на елку слишком высоко, без рыбки останешься. То есть затормозишь слишком много нейтронов, быстрых не хватит для обслуживания ядер урана-238. А реакция деления ядер урана-235 может разогнаться настолько, что управлять этой реакцией станет невозможно. Падение с елки в таком случае неизбежно. Реактор просто взорвется. Больно будет не только тому месту, на которое с елки упал, но и всему организму. Переешь рыбки, сил забраться на елку не останется. Если не получится затормозить строго определенное количество нейтронов, ядра урана-238 все быстро движущиеся нейтроны скушают. На том цепная реакция деления ядер урана-235 и затухнет сама по себе. Вот и приходится физикам-атомщикам маневрировать между Сциллой и Харибдой, между рыбкой и елкой. Изобилие медленных нейтронов – взрыв. Изобилие быстрых нейтронов – остановка цепной реакции. Почему многие физики-атомщики с бородой, лысые, знаете? 1 грамм урана. 2,5 умножить на 10-21 штук ядер. Скорости свободных нейтронов после их развала приходится уравновешивать. При этом все процессы и деления, и торможения имеют вероятностный характер. При попытке точно рассчитать, что и как делать, чтобы получить необходимый результат, атомщики начинают рвать волосы на своей голове. Вот весь секрет. Очень грубая оценка количества ядерного топлива в активных зонах реакторов наработчиков плутония – 300 тонн. А это, на секундочку, 300 миллионов грамм урана. Остается напомнить, что в 40-е годы это рифмометры и логарифмические линейки, потому шансы не стать лысым были минимальны. Один из вариантов того, как добиться баланса быстрых и медленных нейтронов в активной зоне реактора, мы уже рассмотрели. Наращивание содержания концентрации изотопа уран-235 в ядерном топливе. В комплекте с использованием в качестве замедлителя нейтронов химически максимально чистого углерода – графита. Такой тип реакторов называется уран-графитовым. Пожалуй, что для краткости, поскольку температуру ядерного топлива здесь снимает вода, но название уран-графитово-водяной звучит как-то совсем уж громоздко. Самые первые уран-графитовые реакторы охлаждались воздухом, поскольку для начала важнее всего было просто убедиться в осуществимости управляемой цепной реакции деления. Так было и с Чикагской поленницей, и с нашим реактором F1, физическим первым. После того, как ядерщики убедились, что все теоретические предпосылки были верны, пришло время практической работы. Наработки того самого плутония-239. Какое время непрерывной работы реактора для этого требуется, я уже рассказывал в предыдущей передаче этого цикла. 35 суток. Но цепная реакция деления урана-235, как и все прочие ядерные трансмутации в активной зоне, идут с выделением большого количества тепла. Нагревается все подряд. Само ядерное топливо, оболочки трубок, в которых оно находится, графитовая кладка, и воздух с охлаждением не способен справиться. Деформация трубок с топливом – это невозможность извлечь их в нужное время. Их просто клинит. Никакой атомной физики для понимания этого не требуется. Графитовая кладка при перегреве начинает просто трескаться, что искажает потоки свободных нейтронов, и, следовательно, весь ход наработки плутония. Вода в качестве охладителя напрашивалась практически интуитивно. Не просто так ведь. Изначально атомщики именовали реактор котлом. Не просто так Игорь Васильевич Курчатов уже в 1945 году, сразу после создания нашего спецкомитета, пригласил к сотрудничеству Николая Антоновича Долежаля, ведущего конструктора котлов в СССР. Но появление в активной зоне реактора проточной воды облегчило жизнь практикам и тут же принесло дополнительные проблемы теоретикам. Химическую формулу воды забыть трудно, но все же напомню. H2O. 2 атома водорода и 1 атом кислорода. А водород, ядро которого состоит из одинокого протона, замедляет свободные нейтроны, пусть не так хорошо, как химически чистый графит, но весьма существенно для того, чтобы было необходимо снова пересчитывать соотношение медленных и быстрых нейтронов. Теоретики снова справились, но наличие в активной зоне реактора сразу 2 замедлителей графита и воды проблем действительно добавило. Маловато для 2 тормозов сразу количество делящегося материала изотопа уран-235. Ядерное топливо требовалось и требуется обогащать по его содержанию, чтобы вторичных свободных нейтронов было достаточно и для продолжения цепной реакции деления, и для взаимодействия с ядром уран-238, исходного сырья для образования плутония-239. Получилось занимательно. Обогащение урана до уровня 90-93% по содержанию урана-235 – это путь к созданию уранового боезаряда.
обогащение урана до уровня 3,7% по урану-235 – это требование для надежной работы уран-графитовых реакторов, которые нарабатывают плутоний-239. Как ни крути, а технологии обогащения урана были необходимы. Но это, как говорится, совсем другая история. Кстати, можно оценить совершенно новые технологии, которые требуется освоить для получения ядерного оружия. Так, навскидку. Обогащение урановой руды, то есть как можно более тщательное отделение природного урана от пустой породы. Производство графита с химической частотой под 99,99%. Обогащение урана по содержанию делящегося изотопа уран-235. Химическая переработка полученного облученного ядерного топлива с целью выделения из него чистого плутония-239. Химическая очистка воды от всех мыслимых и немыслимых примесей, которая раньше ни в одной отрасли промышленности не требовалась. Да даже насосы, которым предстояло месяцами без остановок прокачивать воду сквозь реактор, это тоже было нечто новое. И кто уж точно не оставался без работы, так это медики и материаловеды. Одним предстояло оценить, каковы риски радиоактивного заражения для персонала, которым предстояло работать с реакторами и на радиохимических предприятиях. Вторым – подобрать или создать материалы, которые эти риски будут сводить в нуль. Прежде чем двигаться дальше, давайте сделаем одно упрощение, которым давным-давно пользуются атомщики, для собственного удобства. Мы привыкли использовать набор единиц измерения из системы Си, системы интернациональ. Килограммы, метры, кубометры, джоули и так далее. Вот только когда речь идет об атомных и субатомных частицах, это становится совсем уж невмоготу. Десятки нулей после запятой превращают конечные расчеты в нечто невообразимое. Потому за единицу атомной массы физики принимают 1/12 массы свободно пакующегося атома основного изотопа углерода С12. В ядре такого атома 6 протонов, 6 нейтронов. Но из-за того, что масса покоя нейтрона и протона чуточку, но отличаются друг от друга, комплект из 12 частиц – нечто вроде среднего арифметического, позволяющего не обращать внимания на эти микроскопические отличия. Практичное решение, если по электрическому заряду. Здесь за единицу берут заряд электрона, если речь идет об отрицательных величинах, или заряд протона, если размышляем о заряде положительном. Это точно удобнее, чем всякий раз вспоминать, что заряд электрона минус 1,6 умножить на 10 в минус 19 степени кулона, а протона ровно столько же, но со знаком плюс. Тогда и про атомы размышлять, кстати, становится проще. Давайте на примере атома урана. Порядковый номер урана в таблице Менделеева 92. Этого достаточно, чтобы знать, в ядре урана 92 протона. На его орбиталях крутятся 92 электрона. Правда, количество нейтронов в ядре требует умения считать в уме. Для урана-235 придется вычесть 92. В ядре этого изотопа 143 нейтрона. В ядре урана-238, основного изотопа, нейтронов 146 штук. Кстати, есть интересная закономерность, объяснять которую долго и сложно. Проще запомнить. Атомы, у которых в ядре нечетное число нейтронов, полезны для ученых, военных и для нас с вами. Четное ядро всегда какая-то гадость. Уран-235, 143 нейтрона. Участвует в цепной реакции деления, при которой образуются свободные нейтроны. Уран-238, 146 нейтронов, четное количество. На любые реакции деления плюет с колокольни. Свободные нейтроны просто съедает. Плутоний-239, в ядре 94 протона и 145 нейтронов. Участвует в цепной реакции деления, причем не только в ядерном боезаряде, но и в активной зоне реактора. Плутоний-240, в ядре 94 протона и 146 нейтронов, четное количество. Самопроизвольное деление с выделением лишних свободных нейтронов, что влияет не только на качество плутониевого боезаряда, но и усложняет расчеты нейтронных характеристик реакторов. После того, как ядро урана-238 принимает в свой состав дополнительный нейтрон, образуется ядро нептуния-239, 93 протона и 146 нейтронов. Ничего полезного. Нептуний-239 бета-радиоактивен с периодом полураспада в 2,33 суток. Кроме проблемы с дополнительными мерами защиты от радиоактивности, никакой от него пользы нет. Я рассчитываю вернуться к теме реакторов, использующих торий. Но сложности с этим химическим элементом видны теперь невооруженным глазом. В ядре тория-232 90 протонов и 142 нейтрона. 142 – четное число. Гадость в связи с этим в данном случае – это отказ ядра тория участвовать в цепной реакции деления. Уран-235 с его нечетным числом нейтронов 143 штуки – основа современной атомной энергетики. По физическим свойствам максимально близок к нему изотоп урана-233 – 141 нейтрон в ядре. Участвует в цепном делении, обеспечивая образование свободных нейтронов.
Есть технические приемы превращения тория-232 в уран-233. И это дает шансы на вовлечение тория в атомную энергетику. Всего и делов-то. Убрать лишний четный нейтрон из ядра. Но это я так, в качестве анонса. Сейчас про кое-что не менее интересное, но более практичное. В дальнейшем буду исходить из того, что у протона и нейтрона масса одинакова. Это не так, но это имеет значение в совсем уж высокой науке. И равна единице. Электрический заряд электрона минус единица, электрический заряд протона плюс единица. Электрический заряд нейтрона, само собой, круглый нуль. Вот теперь посмотрим, как появилась идея о создании еще одного типа реакторов. У самого распространенного химического элемента во Вселенной, водорода, имеется изотоп, который называют дейтерием или тяжелым водородом. Сейчас покажу невероятно, чудовищно сложную схему строения дейтерия. Мало кто сможет ее запомнить и понять. К единственному протону, из которого состоит ядро водорода, притулился целый один нейтрон. Очевидно, за компанию, чтобы бедолага не выл от тоски. Дейтерия полным-полно в обычной воде и в морской воде. Там и там его 0,15%. Один атом дейтерия на каждое, понимаешь, 6-7 тысяч атомов водорода. Но его получение в необходимых количествах отдельная, большая история. Сначала давайте поймем, зачем он вообще атомщикам потребовался. Примета про нечетное количество нейтронов в ядре, кстати, действует, поскольку единиц число нечетное. Сначала теоретически, а потом практически выяснили, что свободные нейтроны дейтерия замедляют намного лучше, чем графит. Атомная масса дейтерия – 2, атомная масса углерода – 12, атомная масса того самого свободного нейтрона – единица. Чем ближе масса ядра к массе нейтрона, тем эффективнее замедление. Шарик от пинг-понга, ударяясь о своего собрата, передает ему больше энергии, чем при ударе о стену. Стена на месте. Ударенный по голове шарик улетит прочь, то есть заберет в себе большую порцию энергии. Такой вот грубый аналог. Для того, чтобы замедлить быстрый нейтрон до тепловых скоростей, требуется 110 его столкновений с ядрами графита и всего 25 столкновений с дейтерием. То и другое, конечно, в среднем. В атомной и ядерной физике все взаимодействия частиц происходят только с той или иной вероятностью, которая никогда не равна единице. Но и это не все, чем интересен и полезен дейтерий. В реакторе не требуется дейтерий в качестве газа. На его свойства как замедлителя нейтронов химическое соединение с кислородом никакого влияния не оказывает. Соединение дейтерия с кислородом по своим химическим свойствам – вода как вода. Эту тяжелую воду можно ровно так же, как и обычную, легкую, к примеру, прокачивать через активную зону реактора обычными насосами. Правда, так никто не делает, поскольку производство тяжелой воды чрезвычайно дорогое удовольствие. Но вот в принципе это можно. Если кто-то из вас, уважаемые зрители и слушатели, видел предыдущий ролик этой серии, то помните, что серьезной проблемой при наработке плутония-239 в уран-графитовом реакторе становится наведенная радиация графита. Ядро атома углерода способно поглотить один за другим 2 свободных нейтрона, в результате образуя изотоп углерод-14 с его бета-радиоактивностью и периодом полураспада в 5730 лет. Так вот, вероятность того, что дейтерий примет третьим в свое ядро еще один свободный нейтрон, в 8 раз ниже, чем в случае графита. При этом сам дейтерий абсолютно стабилен, у него никакой радиоактивности и в помине нет. Но, тем не менее, вероятность захвата ядром дейтерия дополнительного нейтрона все же не равна нулю. В усредненном тяжеловодном реакторе с активной зоной в 10 кубометров тяжелой воды за год накапливается от 0,1 до 0,5 граммов трития. По сравнению с графитом, риски наведенной радиации с трудом отличимы от нуля. Потому, подводя итоги, тяжелая вода – идеальный замедлитель нейтронов, позволяющий нарабатывать плутоний-239 в реакторах, где в качестве топлива можно использовать природный, не обогащенный по содержанию изотопа 235 уран, да еще и с минимумом рисков, связанных с радиационными последствиями. Проблем при этом всего 2. Очень дорогостоящее производство тяжелой воды и сам факт того, что работает с жидкостью куда сложнее, чем с твердым графитом. Логика подсказывает, что дальше нить повествования должна идти по привычной колее. От первых экспериментальных реакторов на тяжелой воде к современным исследовательским, затем к промышленным для наработки плутония и далее к энергетическим реакторам. Правда, в истории тяжеловодных реакторов есть существенное отличие от уран-графитовых. С уран-графитовыми все было именно линейно. Эксперимент, масштабирование для военных нужд, совершенствование конструкции до уровня энергетических. А вот энергетические тяжеловодные реакторы
заботливо и заради денег, поставленные канадскими атомщиками в Индию и в Пакистан, внезапно пошли прочь такой эволюции. Они стали основой для программы наработки оружейного плутония и причиной того, что на планете, помимо общепризнанной ядерной пятерки, Штаты, Англия, Франция, СССР, Россия, Китай, появилось еще два государства, официально обладающие ядерным оружием. А начать рассказ о тяжеловодниках мне представляется логичным с реакторов, которые так и не дали управляемой цепной реакции деления. Л-4 и Б-8. Не слышали о таких? В обоих случаях название аббревиатура. Полное наименование Лейпциг-4 и Хайдерлох-реактор-8. И я сейчас изо всех сил попытался изобразить ненавистный мне немецкий акцент. Попытки запустить реакторы 1941, 42, 43 и 44 годы и последний неудачный эксперимент в марте 45-го. Эта история наглядное свидетельство того, что европейские физики, успевшие сбежать от нацистского режима, если и ошибались в том, что Гитлер и компания пытались заполучить ядерное оружие, то не очень сильно. А вот то, что попыток группа под руководством Вернера Гейзенберга предпринимала далеко не единожды, даже в наше время служит оправданием нелепой версии о том, что и американская, и советская ядерные бомбы всего лишь повторение разработок великих немецких физиков, трудившихся во славу нацистского Фатерлянда. Преклонение перед нацизмом порой принимает весьма причудливые формы. Это просто факт. Без научных трудов и открытий немецких физиков и химиков атомный проект, если бы и состоялся, то намного позже, чем в нашей суровой реальности. Именно немецкие физики сделали главный шаг, сумели открыть деление ядра урана-235 нейтронами с выделением энергии и образованием вторичных свободных нейтронов. Но слово «немецкий» исключительно в кавычках. Да, Отто Гahn и Фриц Штрасман, которые провели решающий эксперимент в 1938 году, были гражданами Германии. Но Отто Фриш, который доставил результаты экспериментов Лизе Мейтнер на католическое Рождество того же 1938 года, был подданным Британии. А сама Лиза Мейтнер, которую зачастую норовят называть матерью атомной бомбы, гражданкой Швеции. Если бы не эти четверо, не появился бы и широко известный в узких кругах меморандум Фриша-Пайрлса, на который обратили пристальное внимание в правительственных и военных кругах Англии, и которая стала одной из побудительных причин формирования и старта Манхэттенского проекта в США. Рудольф Пайрлс, кстати, с 1933 года работал уже в Англии, гражданином которой стал в 1940 году. Неарийское происхождение не оставило ему возможности продолжать работу на родине в Германии. И совсем уж отдельная история то, что Пайрлс, обосновавшись в Англии, помогал немецким физикам бежать из Германии, в том числе и Клаусу Фуксу. Мне кажется, эта история давно минувших дней стоит не забывать. Это был удивительный клубок крупных научных открытий, политических обстоятельств, личных драм и даже трагедий. Ган, Штрасман, Мейтнер, Фриш, Пайрлс, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг. Удивительные люди, удивительное время, определившее развитие науки вообще и атомного проекта в частности. Правда, я не очень уверен, что возможно рассказать обо всем этом максимально кратко, но попробую. И, конечно, буду рад вопросам и пожеланиям в комментариях. Вдруг и правда покажется интересным. С учетом хронометража передачи я даже не уверен, что сегодня успею рассказать о реакторах Гейзенберга. Но я убежден, что знания о самых первых мгновениях атомной эры нужно представлять хотя бы в самых общих чертах. Да, заранее предупреждаю, что многократно буду напоминать о еврейском происхождении некоторых действующих лиц. Речь идет о Европе 30-х годов, когда такое происхождение было риском не только для продолжения научной работы, но и для жизни. Начать логичнее всего с кусочков биографии Нильса Бора, основоположника атомной физики в том виде, которым она постепенно приобрела. После получения степени магистра физики в Копенгагенском университете, годом позже, в 26 лет, Нильс Бор защищает докторскую диссертацию и тут же поощрительную премию Датского королевского общества, которая позволила ему отправиться в Англию, где в Манчестере он стажировался у Эрнеста Резенфорда. Результат? Публикация в 1912 году статьи о строении атомов и молекул, в котором излагалась квантовая теория водородоподобного атома, что было огромным шагом вперед в сравнении с планетарной моделью атома самого Резерфорда, которая была классической, без учета квантовых эффектов. Работа Бора вызвала бурный интерес как у теоретиков, так и у экспериментаторов, которые, наконец, смогли понять физику проводимых ими опытов и экспериментов.
Квантовая теория атома активно, бурно развивалась в Европе, в СССР и в Штатах до начала Второй мировой. В Копенгагене, куда Нильс Бор вернулся в 1916 году, сложилась выдающаяся научная школа, одним из участников которой в 1924 году стал совсем юный 23-летний аспирант Мюнхенского университета Вернер Гейзенберг. До формулирования принципа неопределенности оставалось всего 3 года. Но Гейзенберг пришел к этому принципу, работая над математическим аппаратом квантовой теории, а для расширения его до уровня философской концепции потребовался гений Нильса Бора. Нильс Бор, Нобелевский лауреат 22 года с формулировкой «за заслуги в изучении строения атома». Вернер Гейзенберг получил эту престижную награду десятилетием позже за создание квантовой механики. С начала 30-х Нильс Бор обратил свое внимание на ядерную физику, и уже в 1936 году он сформулировал фундаментальное для ядерной физики представление о характере протекания ядерных реакций. Ядерная реакция – это процесс взаимодействия ядра атома с другим ядром или с элементарной частицей, последствием которого может стать деление ядра, испускание элементарных частиц или фотонов. При этом кинетическая энергия вновь образованных частиц может быть гораздо выше первоначальной, то есть идет с выделением энергии. Собственно, в общих чертах теория деления ядра урана была готова. Узнаете? В этом конкретном случае ядро урана взаимодействует со свободным нейтроном, с элементарной частицей. Происходит деление ядра. Кинетическая энергия осколков деления выше энергии материнского ядра. Оставался последний шаг – проведение эксперимента, который бы доказал или опроверг теорию Бора. Фиксируем. Речь идет о 1936 годе. В это время в городе Берлине, в химическом институте имени Кайзера Вильгельма, в отделе Ганна Мейтнер, активно продолжал свои химические опыты с радиоактивными веществами химик Отто Ган. В режиме капитана очевидность Отто Ган работал в отделе, созданном специально для него, выдающегося химика, и для выдающегося физика Лизы Мейтнер. Отто Ган – пионер радиохимии, создатель этой науки. По образованию был не просто химиком, а химиком-органиком. В 1902 году научный руководитель Гана в Мюнхенском университете, профессор Теодор Цинке, рекомендовал своего 22-летнего дипломника в качестве ассистента в лабораторию Уильяма Рамзая, профессора университетского колледжа в Лондоне. Именно Уильям Рамзай и предложил Гану поработать в области химии радиоэлементов, не обращая внимания на честное признание Гана, что он об этом вообще ничего не знает. Первая задача, поставленная перед молодым химиком-органиком в 1903 году – выделить радий из образца хлористого бария. Знал бы Рамзай, кого и куда запускает. Отто Ган радий выделил, но тщательность выполнения химических экспериментов оказалась настолько высока, что он обнаружил содержание еще и неизвестного на тот момент науке радиоактивного изотопа турия-228. Это была махонькая такая революция для ядерной химии нулевых годов прошлого века. До этого ученые были убеждены, что турий абсолютно стабилен. Далее последовало приглашение Гана уже от Эрнеста Резерфорда, который тогда работал, как я уже говорил, в Монреале. И этот химик за пару лет работы систематизировал свойства ключевых изотопов актиний-227 и свинец-210, что было чрезвычайно важно для изучения радиоактивного семейства урана-238, и висмут-12, участника радиоактивного семейства турия. В 1906 году в Берлинский университет вернулся уже настоящим профессионалом, что тут же и доказал, открыв всего за год еще 2 новых изотопа – актиний-228 и турий-230. Особое значение имело открытие в 1907 году Ганом изотопа радия-228, физику которого анализировала уже Лиза Мейтнер. Гражданка Австро-Венгрии Лиза в 1905 году, 27 лет от роду, защитила в университете Вены диссертацию на степень доктора, став первой женщиной-физиком с такой высокой степенью. В 1906 году приехала в Берлин на курс лекций Макс Планк. Тогда и состоялось ее знакомство с Отто Ганом, которое переросло в научное сотрудничество, продолжавшееся более 30 лет. Радий-228 имеет высокую гамма-радиоактивность, почти такую же, как радий-226, и период полураспада в 5,75 года. Вот только стоимость 1 грамма радия-226 на тот момент составляла $100 тысяч. Тех долларов. А радия-228 – 1 тысячу. Да, период полураспада у радия-226 был куда как больше – 1600 лет. Но для рентгеновских трубок радий-228 подходил идеально. И это стало мощнейшим вкладом в медицинские рентгеновские исследования. Что характерно, Ган и Мейтнер не стали патентовать технологию получения радия-228, считая это своим вкладом в развитие науки и медицины.
И вот после этого пару Ган-Мейтнер остановить было уже невозможно. Он ставил эксперименты, она считала результаты и описывала физику открытых изотопов. Обстановочку десятых и 20-х годов прошлого века напомню. Открытие нейтрона произошло в 1932 году, то есть строение ядра атома было еще просто неизвестно. Поэтому никаких пучков нейтронов, которые стали привычным в 40-е годы, не было и в помине. Первый атомный реактор, на секундочку, был создан в конце 1942 года. Все, что было в наличии, источники альфа-излучения, радий-226 и полоний-210, источник бета-излучения, торий-228, причем все препараты готовились вручную, прямо в лаборатории. Ну и, конечно, газоразрядные трубки. На том набор Гана и заканчивался. Как работал? Очень аккуратно, потому и прожил 90 лет, хотя постоянно имел дело с радиоактивными элементами. В 1917 году отдел Гана-Мейтнер, физик плюс химик, выдал на гора открытие нового химического элемента – протактиния 231, порядковый номер в таблице Менделеева 91. Заполнили дырочку между торием и ураном. Серьезное открытие, после которого Ган и Мейтнер окончательно перешли в разряд живых классиков. В 1926 году состоялись два важных события в жизни Лизы Мейтнер. Она стала первой женщиной-профессором Берлинского университета. Знаковое событие для Германии. И там же, в Берлине, получил диплом физика ее племянник Отто Фриш. Важное семейное событие и, в общем-то, событие еще и для английского атомного проекта «Трубные сплавы» и манхэттенского проекта. Смотрите, кто пришел. Годом позже, в 1927 году, Фриш стал сотрудником отдела Гана-Мейтнер, а через 3 года, по рекомендации руководителей, этот молодой да ранний убыл на стажировку в Англию у Патрика Блэккета, а в 1933 году он стал сотрудником УБОРа в Копенгагене. Повезло юноше, не пришлось, как тетушке, нелегально переходить границу гитлеровского рейха. В 1929 году в отделе Гана-Мейтнер появился молодой 27-летний помощник Фриц Штрасман, еще одно действующее лицо, участвовавшее в открытии деления ядра урана. Скромен был до невероятия, никогда не претендовал на лавры первооткрывателя, предпочитая, чтобы вся слава доставалась мэтру Отто Гану. Но его скрупулезность и свежий взгляд весьма и весьма пригодились. С 1932 года, после открытия нейтрона и появления знания о структуре ядра атома, в мире началась небольшая такая трансурановая гонка. Бытовала гипотеза, что обстрел урана нейтронами должен привести к созданию более тяжелых трансурановых химических элементов. Да, уже в 1936 году, как я говорил, появилась теория Бора, предсказывавшая деление ядра. Но кто такой этот теоретик Бор для нас, экспериментаторов, спрашивается? Эти деятели сумели придумать и создать источник нейтронов. Пару радий-226 и бериллий-9. Альфа-частицы, излучаемые радием, направляли на бериллий, получая ядерную реакцию. Я даже формулу могу написать. И полученные нейтроны гнали на уран, в надежде получить что-нибудь совсем тяжелое. Вспоминается Леонид Ильич с его «Индирой Ганди». Да, Бор говорит, что ядро урана развалится, но вот же написано, из бериллия-9 получается углерод-12. Участники гонки Энрико Ферми, Италия. Свободный нейтронный уран уже в 1934 году последовала его заявка на открытие элементов номер 93 и 94. Не приняли, не нашли неопровержимых доказательств. Результат был фантастическим. Опытнейший физик-экспериментатор не распознал, что имел дело с осколками деления ядра урана. Думаете, я просто так про Леонида Ильича вспомнил? Все знают, что должны получиться более тяжелые элементы. А я что, своим глазам должен верить? Еще одна участница той гонки – Ирен Жильо-Кюри. Те же условия эксперимента, но еще более занимательный вывод. Мы из урана лантан получили, потому что нейтрон отщепил кусок ядра урана. Жильо-Кюри тоже не смогла понять, что имело дело с осколками деления. Еще один фантастический случай в истории ядерной физики. Ну и третий участник гонки, разумеется, пара Ган и Мейтнер, а также примкнувший к ним Фриц Штрасман. До 1938 года Ган использовал радиобериллиевый источник нейтронов, но результаты экспериментов его не устраивали. Он решил изменить условия. Заменил радий на полоний-210, как более чистый альфа-источник, и стал использовать замедлитель нейтронов – парафин. Звучит несколько странно, но ароматические цепочки парафина – это огромное количество атомов водорода, а сам парафин – это дешево и сердито. Вот только к тому моменту, когда Ган и Штрасман подготовили решающий эксперимент, Мейтнер не было ни в их отделе, ни в химическом институте, ни в Берлине, ни в Германии. После того, как новое правительство Германии отобрало у нее паспорт из-за неарийского происхождения, Лиза окончательно поняла – ей пора.
В 1933 году Мейтнер лишили звания профессора и права преподавать студентам. Но по протекции Гана из химического института не выгнали. Март 1938-го. Аншлюс, Австрия. Мейтнер лишена гражданства и стала апатридом. Требования изгнать ее из института усиливались. На письма Гана, Макса Планка, Нильса Бора уже никто не обращал внимания. Близилась так называемая «хрустальная ночь». И Бор предпринял решительные действия. Его коллега и друг Дирк Костер отправился в научную командировку в Берлин и 12 июля вывез Мейтнер с собой на поезде в Гронинген, в Голландию, без документов, с 10 марками в кармане, поскольку евреям был запрещен вывоз рейхсмарок. Отто Ган, принявший решение остаться в Германии, был резко против ее отъезда. А пара бриллиантовых колец, которые он ей подарил перед отъездом, с пальцев немцы драгоценности тогда еще не срывали, это, конечно, убедительно доказывает. В Голландии Мейтнер задерживаться не стало. Уже через неделю убыла в Швецию, где известный физик, нобелевский лауреат Мане Сигбан предоставил ей работу. Работу теоретиком. Доступ в лабораторию он Лизе запретил. Но уже не из-за ее национальности, а по куда как более серьезной причине. Что может делать женщина в лаборатории? Мне кажется, что история Лизы Мейтнер – классический пример того, как старательно Германия уничтожала свою научную школу, навсегда уходя из числа мировых научных лидеров. Переписку Ган и Мейтнер сохранили, но с учетом происходившего не по почте, а через знакомых, по случаю уехавших из Германии в Швецию и обратно. Но хоть так уже хорошо. 17 декабря 1938 года – точно зафиксированная дата решающего эксперимента Ганна Штрасмана. Полоний бериллий, облучение урана, облученный уран в кислоту, полученный осадок через реактивы, на фильтрах осадок, который Штрасман исследовал самым тщательным образом. Искали эти двое какой-нибудь изотоп радия, нейтрон расщепил кусок ядра урана, какой-нибудь трансурановый элемент, ядро урана поглотило свободный нейтрон, а обнаружили барий, в ядре которого 140 протонов и нейтронов, которых в ядре урана 238, не поверите, 238. Серьезная тема. Ну вот само в голову лезет. Два сына-погодка расколотили во дворе что-то хрупкое и с ревом домой. «Мама, а что это?» Вот и Отто Ган срочно написал Лизе. «Лиза, а откуда тут взялся барий? Мы с Фредом ничего не понимаем. Мы нашли барий в уране, а это противоречит всей ядерной физике. Химики, что с них взять?» Письмо убыло с очередным нарочным в Копенгаген. 18 декабря Нильс Бор передал его Отто Фришу, который 19 декабря собирался к тете на католическое Рождество. Забавно. Но надо бы сказать отдельное спасибо Сигбану, который не допустил Мейтнер в лабораторию. У нее появилось время для ознакомления с работами Бора по ядерным реакциям. Он же разработал модель ядра как капля. Так и называется, капельная модель ядра. Но ему и в голову не приходило, что свободный нейтрон, попадая внутрь этой капли, способен растянуть и в итоге разорвать ее на крупные куски. А вот Лизе Мейтнер пришло. Забавно, что случилось это в сочельник 24 декабря 1938 года, когда тетя с племянником отправились на лыжную прогулку в холмах под Кунгольвом. Лизе на тот момент уже 60. Потому привал на, как потом шутил Фриш, на самом важном пне в истории физики. Мейтнер веточкой рисует на снегу схему ядра урана и высказывает свою идею. Отто тут же предлагает термин «деление» – «фишен», по аналогии с делением биологической клетки. Но раз уж речь про ядро, nuclear fission, ядерное деление, деление ядер. Нейтрон на несколько мгновений превращает ядро уран-235 в ядро уран-236, и вот оно-то сначала растягивается, а потом рвется, делится на две части. Домой вернулись быстро, чтобы в 4 руки прикинуть выделение энергии по той самой Эйнштейновской формуле. Масс, разумеется, было две. Масса ядра урана и масса ядра этого самого для Гана загадочного бария. К вечеру тетя с племянником пришли сразу к нескольким выводам. Должен был быть второй осколок деления, которого Ган со Штрасманом вообще не заметили. Фриш высказал идею, оказавшуюся верной на 100%. Это был газ. Причем газ благородный, не реагирующий на кислоту, в которой растворяли облученный уран. Самый подходящий кандидат в пару к барию-140 – криптон-94. Но Мейтнер не зря 30 лет работала рядом с химиком. Она тут же предложила еще два варианта деления ядра урана. На ксенон-144 и стронций-90 и на йод-135 и итри-99. Был бы у нее под руками Отто Ган. Но Отто Фриш был физиком. И Лиза решила не мучить бедолагу. Формула Эйнштейна давала потрясающий результат.
При делении одного ядра урана выделение энергии должно составить 200 мегаэлектрон-вольт. Не буду сегодня рассказывать про эту занимательную единицу измерения. Для сравнения, энергия, выделенная при сгорании одной молекулы бензина, это 1 электрон-вольт. Одно деление ядра урана в 200 миллионов раз больше. Нигде не пишут. Да вот что-то есть у меня подозрение, что в Копенгаген Отто Фриш убежал ногами. Нужно было срочно перепроверить все расчеты. Его эксперимент был проведен 13 января 1939 года. Повторен на следующий день. Осколки деления отправлялись в ионизационную камеру, а центральный электрод через усилитель гнал ток к невероятно свежему изобретению тех лет. Лаборатория у Нильса Бора, между прочим, не фунт изюму. К осциллографу. На осциллографе, разумеется, стрелка согнулась. Скачки напряжения достигали 1 вольта. Это раз так в 100 больше импульсов радиоактивного излучения. Не знаю, какие эмоции испытывал Фриш. Чудовищный, невероятный объем энергии, таящийся в ядре урана, оказался доступен для извлечения умом и руками человека. В январе 1939 года в журнале, название которого я никогда не произнесу, вышла статья за авторством Отто Гана и Фрица Штрасмана. Ходят слухи, что если ее название прочитать громким басом, тараканы, клопы и мыши уходят из 15 соседних домов, причем навсегда. Ключевая цитата из этой статьи. Как химики мы должны констатировать, что это барий. Как ядерные химики, близкие к физике, мы пока не решаемся сделать такой шаг. Итог статьи «Нобелевская премия по химии» 1944 года. Только Гану, без Штрасмана и без Мейтнера. Формулировка «за открытие деления ядер». С вашего позволения, без комментариев. В статье нет даже слов деления ядер. По настоянию Нильса Бора, который сразу оценил результаты, полученные при повторении опыта и расчеты Мейтнера, объясняющие их, в феврале 1939 года Отто Фриц и Лиза Мейтнер опубликовали в самом известном научном журнале того времени Nature свою статью «Расщепление урана нейтронами. Новый тип ядерной реакции», где дали полный расклад, что, собственно, открыли два немецких химика. Но новость об этом открытии усилиями Нильса Бора пошла гулять по свету на несколько недель раньше. Он рассказал об открытии европейским физикам, сбежавшим в Штаты во время конференции, на которую поехал. Судя по всему, эти две статьи и стали одной из побудительных причин написания письма Эйнштейна Рузвельту, в котором великий ученый призывал президента немедленно начать развитие атомной программы, позже получившей название «Манхэттенский проект». Огромная энергия, таящаяся в ядре урана, и первый эксперимент, который привел к ее извлечению, был проведен немецкими химиками, оставшимися на родине, на гитлеровской родине. Вряд ли это стало для Рузвельта последней соломинкой, но до написания меморандума Фриша-Пайрлса оставался всего год. Меморандум, текст которого был рассекречен только в 60-х годах прошлого века. Меморандум, написанный в Англии, но практически сразу ставший известным среди физиков в Штатах, но уже далеко не всем физикам. Меморандум, после написания которого из открытой западной научной периодики исчезли все статьи, касающиеся урана, что было отмечено летом 1942 года Георгием Флёровым, после чего до создания лаборатории номер 2 Академии наук СССР прошло не более нескольких месяцев. Что, кто-то не знает знаменитый меморандум Фриша-Пайрлса? Ну, тогда нам точно будет о чем поговорить в следующий раз.